парковка, хороший туалет. Бетон, правда, некачественный, все крошится уже. Дальше ехать нельзя. Идем вверх по Аксайскому ущелью пешком. Посмотрим, что там есть впереди. Пустят ли нас за шлагбаум кордона. У нас пропусков нет. Именно здесь, в Аксайском ущелье, в августе 2012 года произошла трагедия, унесшая 12 жизней и получившая название Аксайская резня. Сейчас Новый егерь располагается в этом домике, а раньше в этих местах находился кордон номер 4, и егерем на нем работал Захаропола Евстафий. МВД связало убийство с группировкой приверженцев религиозного экстремизма. Но маловероятно, чтобы серьезная ячейка экстремистов с женами и детьми удобно устроилась в особо охраняемой зоне парка. Писали, что в горах у них был лагерь с блиндажами. Я бы еще поверил, если бы они пришли в горы испытать, например, самодельное взрывное устройство или на стрельбы, но чтобы тащить с собой еще и жен и детей, это просто из области абсурда. В общем, есть устойчивые логические пробелы в официальной версии властей. Эти несостыковки – законная причина сомневаться в полноте или объективности официальной версии. Как мы ходили? Из города доехали до стоянки в Аксайском ущелье, пошли вверх по ущелью, дошли до Каспансая, Секрет-Сая, затем пошли обратно. Свернули в ущелье Сателе и поднялись в Аксайский скит. Обратно вернулись по тропе лестницы. Здесь стройка довольно-таки грандиозная. Что это строят, я не знаю. Что-то селеуловительное, наверное. На этой горе находится скит. Направо ущелье Сателе. Заброшенный пионерлагерь. Да, Аян, да. Ну, раньше-то не Аян назывался. Бассейн. Да какой глубокий. Что для пионеров это глубоковатый бассейн. Когда-то здесь ребятня отдыхала. Ну, Ира помнит. А, умывальники, конечно. Да, помню такие умывальники. Умывались в пионерлагерь, когда ездили. Краны откручены. В армии тоже были такие же. По-моему, такие же. В летний период. Палата. Также назывались палата. Я вот не помню, чтоб пионеры спали на двухъярусных. Сколько ездил, всегда на одноярусных. Ну, наверное, бывало. Вот классно, я бы хотел бы в детстве на двухъярусной кровати поспать. Сплошная разруха и заброшенность. Да. Все ушли на фронт. Хорошо было все-таки летом в лагере. Походы, футбол, бассейн, зорница. Селезащитная дамба. По поводу строительства этой селезащитной плотины. Оказывается, подрядчик ТО Толагай 2050 должен был сдать сооружение еще в 2023 году, но в срок не уложился. Строительство было приостановлено, контракт с подрядчиком расторгли из-за невыполнения обязательств. Ведется разбирательство. Обнаружены значительные нарушения. Подрядчик подозревается в хищении бюджетных средств на сумму свыше 775 миллионов тенге. Возбуждено уголовное дело. По дороге кругом такие предупреждения, что проход запрещен. Так что мы нарушаем. Видимо, обратно будем идти, могут нас и прищучить. Здесь обрушенные берега.
Так полагаю, это брали материал для дамбы. Изуродовали ущелье. И дорогу прорубали для дамбы, потому что там он вообще целый карьер. Целый карьер. Да, брали материал. Прошли уже 3 с лишним километра. И вон там это выход уже из ущелья Каспансай. До туда и планируем дойти. Там посидим немного, отдохнем и назад. Прогулка по Аксайскому ущелью. Река Аксай. А это вход в ущелье Каспансай. Вот он. Но здесь лучше в него не заходить. А чуть дальше еще по дороге пройти. Там будет секрет Сай. И там удобный вход. И вон тропа пойдет вот так по этому склону. Это ручеек Каспансай. С него наберем водички. Справа он впадает в речку Аксай. А вот это начало пути на перевалы Каспансай и Дорожный. Вон пошла дорога. Но потом так направо завернет и выведет на перевалы. Гора Акжар за елками. А это ручей Секрет Сай. Здесь водозабор, сделанный по всем правилам, с фильтром. Вон еще один водозабор с фильтром, решеткой. Вышли на такой страшный карьер. Если дальше идти вверх по ущелью, где-то километров 5-6 до слияния 3 Аксаев, потом еще километров 5-6 и озера Аксайские. Всего где-то 11-12, а от стоянки, значит, километров 16-17 от автостоянки, где мы машину оставили, да? При должной физической подготовке можно за день дойти до Аксайских озер. В следующем году попробуем. Да, здесь идти, конечно, не очень интересно. Все время по этой дороге. И вот только там начинаются уже места интересные. Это месяц назад, да нет, больше. Там вверху шли на Аксайские Казачьи озера. Есть целый карьер. Тоже изуродованное ущелье, конечно. Мусор. Прошли вверх по Аксайскому ущелью 5 километров. Набрали 500 метров высоты. Дальше не идем. Где-то в 5 километрах отсюда слияние 3 Аксаев. Там, где мы ночевали в одном из походов. Когда шли на Аксайские, Казачьи озера. Впереди юрта. Сейчас пойдем назад. Думаю, может, зайдем еще на скит. А это гора Акжар. Высотой 2900 метров. Где-то недели 2 назад мы там были, в том районе, на перевале Дорожный. Это объект МЧС. Здесь есть Wi-Fi, но интернета нет. Хотя к сетке сетка открытая. Вот, подключение есть, а инета нет. Иду и думаю, почему здесь в Аксайском ущелье особо охраняемая природная территория. Особой уникальной природы тут нету. Даже более того, есть такие изуродованные места, как этот карьер. Там еще один.
Ну, буквально еще 5 километров и слияние там, где люди свободно ходят. Потом, зачем ее делать внутри национального парка? Есть же заповедник. А внутри нацпарка не вижу смысла. Здесь столько заходов со всех сторон, которые не контролируются. Со стороны Алматы, со стороны Каргалинского ущелья это перевал Дорожный, перевал Каспансай. Еще выше там перевал Каргалинский низкий. Непонятно. Ну, может, на выходе нам сегодня объяснят. Что это такое? Вот такой карьер, а? Ужас просто. На карте Google его хорошо видно. Это просто уродливая, незаживающая рана на теле наших гор. Ужасно, конечно, картина. Особо охраняемая территория. Дамба. И вдалеке на пригорке виден скит. Дача Коклайсай. Скит. По пути назад свернули налево в ущелье Сателе. И с его стороны хотим подняться к скиту. Шли по дороге вверх по ущелью Сателе и увидели тропинку. Сейчас попробуем по ней подняться. Подняться к скиту. Поднялись на гребень. Так тяжело было. Такое пекло сегодня, прямо июльское. Идем в сторону храма. Показатель 100 метров. А вот уже и показались маковки. Когда мы здесь были последний раз, он располагался ниже. Но там произошел оползень. И, к сожалению, его смыло, снесло. Построен новый, еще более красивый, не менее красивый. Здорово. Ущелье Сателе, по-моему, неправильно поднимались, хоть и по тропкам, но мешали кусты осенние семенами. Надо было еще где-то километр продвинуться вверх по ущелью, и потом, там, кажется, должна быть тропа наверх, и по гребню выйти сюда. Красиво здесь, правда, дымка. Таксайское ущелье, дамба. Выходили гораздо выше. А вон туда, где Каспансай. Устали, пока лезли. Метров 200 высоты набрали, всего за метров 400-500. Да, говорят, умный в горы не пойдет. Это как раз про нас здесь в данном случае. Сейчас пойдем навестим храм. Вот отсюда оползень сошел. Чего себе мощный. Да. Где-то вот здесь же она стояла, да? Нет, правее. Правее стояла. Не здесь. Вот начинаем спуск по лестнице.
вниз в Аксайское ущелье. Ну, как хорошо. Это ж сколько труда надо было. Она что, до конца будет? Ну, вряд ли она будет до конца. Именно только здесь. Здесь могилы святых Серафима и Феогноста. Это лестница. Это же так здорово. И такой хороший у нее шаг. То есть у кого колени даже не в порядке. В прежние годы этот подъем выглядел так. Собрались трапезничать. 2 скитальца. Котлетки. Бутерброды овощные. И домашнее печенье. К чаю. К чаю. Приятного аппетита, братья и сестры. По руслу этого ручья сошел селевой поток. Оползни, который он вызвал, снесли храм, снесли этот мост. Сейчас новый мост, новая трасса к храму. Полностью ступеньки, лесенки. Далее виден Акжар, Белый Яр, Белый овраг. В 19 веке еще было Вернинское землетрясение, и образовался. Спустились от храма. Раньше здесь мы оставляли машины, здесь дорога на Коклайсай, на даче, а здесь оставляли. Сейчас здесь сразу был закрытый шлагбаум. Сейчас можно дальше проехать. Идем опять вверх по ущелью, уже за машиной. С метров 300. Сегодня у нас очень познавательный выход исследовательско-краеведческого плана. Поднялись вверх по ущелью. Ну, хотя один подписчик или кто он, комментатор моего канала, сказал, что они свободно здесь прошли в июле, и у них просто проверили документы. И мы последовали их примеру, попробовали сегодня. Нас вообще что-то никто не остановил. Везде все было открыто. Но мы и пошли. Это даже не очень хорошо. Потому что хотели поговорить все-таки с егерем. Нужно, не нужно. Просто хочется уже, может быть, в следующем году подняться отсюда в верховье Аксайского ущелья. Сделать какой-нибудь походик на несколько дней. И мы пока остались в неведении. Можно, нельзя. Лучше, наверное, все-таки оформлять пропуск. И не рассказал про дорогу от трассы. А здесь на протяжении 9 километров примерно снят асфальт. Идет реконструкция. Раньше был асфальт. Да, раньше хоть убитый, но был асфальт. Строятся мосты новые. Так что если поедете, возьмите это на заметку. Ну, спокойно, низколеты, ракетники заезжают.